Я не хотел бы преувеличивать трудности вырабатывания в себе внимательности. Несмотря на то, что мы много лет жили иллюзиями и грезами, и нам теперь трудно стремиться к внимательности, надо отметить, что внимательность тоже имеет свои положительные стороны. Умение жить в настоящем порождает тонкое, но очень значимое удовольствие. Это один из аспектов того, что Шинзен Янг называет необусловленным счастьем. Наше счастье основано, как правило, на успехе. Я счастлив, если получаю то, чего хотел, и наоборот, несчастлив, если не получаю. Это обусловленное счастье. Присутствие и внимательность содержат в себе некий тип счастья, который выходит за рамки этой обусловленности. Присутствуя и принимая, мы обычно не создаем дурную карму, не стремимся слепо и отчаянно к удовольствию, не совершаем бессмысленных поступков, вызывающих негативные последствия. Присутствие и внимательность дарят нам порой живые мгновения красоты, удовлетворения и прозрения, хотя временами и приходится остановиться и принять нечто неприятное для себя, нечто такое, что мы поняли относительно собственной жизни, нечто смущающее нас, факты жестокости и страданий, наших собственных и других людей. Постепенно наше психологическое пространство расширяется, и мы начинаем получать большее удовлетворение во всех областях жизни. Не могли бы вы что-нибудь сказать о мере усилия во время этой практики? Понятно, что ничего нельзя получить, не прилагая достаточных усилий. Однако мне кажется, что если усилия слишком велики, колокол звонит, остановите внешнее движение, замолчите и понаблюдайте за собой полминуты, вы рискуете откусить больше, чем можете проглотить, и в результате потерпите неудачу. Не стоит ли подумать об оптимальной затрате усилий? Я бы сказал так. Большую часть времени следует быть благоразумным, но иногда и неблагоразумным. Гурджиев не придерживался благоразумия в этом отношении. Он говорил, что усилия вообще не идут в счет, речь идет только о сверхусилиях, которые вы совершаете, перейдя черту истощения. Эта установка отчасти верна, а отчасти является личной особенностью Гурджиева. По энеограмме 2 он был человеком 8-го типа. Такой человек автоматически увеличивает усилия, сталкиваясь с препятствиями. Вы правы, слишком большие усилия временами непродуктивны, но иногда следует делать сверхусилия. Например, в гурджиевской группе, в которой я когда-то работал, мы устраивали мини-ретриты, которые длились по несколько дней и несколько ночей. В это время мы не спали. Мы все время были чем-то заняты и все время поддерживали в себе самовоспоминание, чувствование, смотрение, слушание. Первая ночь бывала не так трудна, но к концу второй ночи состояние становилось тяжелым, и люди многое узнавали о сне далеко не в метафорическом смысле. Они имели возможность непосредственно наблюдать за туманенным сознанием. Они узнавали также, что такое реальные усилия. Это крайность, но крайность, ограниченная во времени. Некоторые люди пытались продолжать такой режим работы, ограничивая сон 4 часами в сутки в течение 2 месяцев. Я лично считаю, что это своего рода сумасшествие, и некоторые из них были близки к тому, чтобы наезжать на телефонные будки и так далее. Такого рода лишение себя сна достаточно опасно. Для меня и многих других здесь есть индивидуальные различия. Пара ночей, проведенных совершенно без сна, во многих отношениях равносильно дозе ЛСД. Усталость и сонливость разрушают обычные автоматические привычки. Если вы в достаточной мере умеете концентрировать, наблюдать и отмечать свои инсайты, то короткий период лишения сна в правильном контексте работающей группы может быть полезен. Но как способ жизни это глупо, если только вы, как многие, не любите жить на грани опасности все время. Одной из реакций на отупение от обыденной жизни среди теней сансары, в трансе общепринятого, является стремление к опасности. Я могу быть убит каждую секунду, а значит, я жив. В опасных видах спорта, вроде прыжков с трамплина или автогонок, присутствие в физическом мире просто необходимо. Если ваше внимание отвлечется на 0,2 секунды, вы рискуете получить увечье или погибнуть. Другим примером того же может служить тот факт, что многие ветераны Второй мировой войны, участие в боях, по их рассказам, это самые реальные, самые живые моменты в их жизни. Если за вами гонятся, пытаясь вас убить, то это неплохая тренировка для того, чтобы проснуться и быть более живым. Это эффективно с точки зрения реального принуждения к чувственному присутствию и может создавать весьма разнообразную пищу для впечатлений. Хотя здесь есть один недостаток – вас действительно могут убить, к тому же вам, возможно, понадобится отстреливаться, не говоря уже о моральных проблемах.
В том, что опасность такого рода способствует большему присутствию, заключается одна из проблем работы во имя мира. Для спящих, как сказал бы Гурджиев, война – одно из немногих событий, которое делает их живыми, так что чисто рациональных оснований оказывается недостаточно, чтобы отказываться от нее. Поэтому я считаю жизненно важным учить людей таким методам, как чувствование, смотрение, слушание или формальной медитации, айкидо и другое, которые дают возможность быть более живыми, не подвергая себя и других смертельной опасности и не причиняя больших разрушений. Итак, будьте благоразумны относительно сверхусилий, но иногда подхлёстывайте себя. Будьте, однако, практичны, не создавайте ситуации реальной опасности. Не лишайте себя сна, если вам предстоит вести машину.